Добрый день, меня зовут Наталья. Здесь мы изучаем русский язык. В этом видео я расскажу вам, как это было. Я путешествовала, и я коротко расскажу вам, какие страны я увидела, какие города я посетила. Это будет видео для практики. Здесь мы практикуем русский язык. Внизу по ссылке у меня есть один бесплатный файл. Там самые нужные фразы, как спросить дорогу, как заказать что-то в ресторане. Файл бесплатный, ссылка внизу. Я работаю со студентами, ссылка на мои уроки также внизу. И к каждому видео я делаю транскрипции, ссылки внизу. И сейчас о моем путешествии. Поехали! Еще раз привет! В этом видео я хочу рассказать вам немного о своем путешествии. Я недавно вернулась в Россию, сейчас 2023 год, сейчас месяц май, скоро будет лето в Санкт-Петербурге. Я в Санкт-Петербурге, но еще недавно я путешествовала. Меня не было в России несколько месяцев, и за эти несколько месяцев я посетила несколько стран и несколько городов. В этом видео я расскажу вам о своем путешествии. Еще в июле в прошлом году я была также в Санкт-Петербурге. В июле я была в России. Но потом я уехала из России, и я приехала в Эстонию. Я уехала из Санкт-Петербурга и приехала в Таллин на автобусе. Таллин – это столица Эстонии. Таллин очень небольшой, но красивый и интересный город. Там тоже есть люди, которые говорят по-русски. Я слышала русскую речь. В Таллине люди говорят на разных языках. У меня есть видео о Таллине. Можете посмотреть здесь. В Таллине я была 2 недели. Я гуляла в Таллине, смотрела город, да и все. И потом была пора уезжать. Я уехала из Таллина, и я приехала в Минск. Да-да, я уехала из Эстонии, и я приехала в Беларусь. В Беларуси я тоже была 2 недели. Минск – это столица Беларуси, Минск – город большой. Это был месяц август, да. В Беларуси я была в августе. Я приехала в Беларусь на поезде. Беларусь недалеко. Беларусь граничит с Россией, и я приехала туда на поезде. Там я жила в центре города, я жила в Минске 2 недели. Но потом тоже было пора уезжать, и я уехала из Минска, и я приехала в Москву на несколько дней. Я была в Москве только 5 дней. Москва – столица России. Я вернулась в Россию, потому что у меня был рейс в Армению. Я должна была лететь на самолете из Москвы в Ереван. В Москве я была 5 дней. Москва красивая. Это был еще август месяц. И потом я уехала из Москвы и приехала в Ереван. Я уехала из России, и я приехала в Армению. Правильнее сказать, я прилетела в Ереван, потому что я прилетела на самолете. У меня был рейс, и я улетела из Москвы и прилетела в Ереван. В Ереване я была только 2 дня. Я чуть-чуть посмотрела Ереван, и потом я уехала из Еревана
и приехала в Тбилиси. В Тбилиси я приехала на поезде. И уже в Тбилиси я жила 3 месяца. Это был месяц сентябрь. Я уехала из Еревана и приехала в Тбилиси. Я уехала из Армении и приехала в Грузию. Тбилиси — это столица Грузии. И уже в Тбилиси я жила 3 месяца. Сентябрь, октябрь, ноябрь до декабря. Я жила в Тбилиси. Ой, Тбилиси интересный город, но он не для меня, как мне кажется. Он довольно шумный, он хорош для фрилансеров, очень много кафе. Мне понравилось в Тбилиси, но я бы не могла жить там долго. Поэтому я уехала из Тбилиси и приехала в Батуми потом. Это была уже зима, в декабре. Я уехала из Тбилиси и приехала в Батуми на поезде. Там есть поезд из Тбилиси в Батуми. Батуми — это тоже город в Грузии. Это небольшой город у моря. Это курортный город. Обычно туристы прилетают туда и отдыхают на пляже. Это курортный город. Он небольшой, но очень уютный, комфортный. Я была там зимой, это был не сезон, и мне понравилось. Там я жила тоже 3 месяца. Декабрь, январь, февраль. Я жила в Батуми, и потом я уехала из Батуми. И куда я приехала? Я приехала в Стамбул. Я прилетела в Стамбул. У меня был рейс из Батуми в Стамбул. В Стамбуле, в Батуми есть международный аэропорт, потому что туристы прилетают отдыхать, и у них есть международный аэропорт. И я улетела из Батуми и прилетела прямым рейсом в Стамбул. Стамбул — это город в Турции. Анкара — столица Турции, но я слышала фразу, что Стамбул — сердце Турции. И в Стамбуле я жила 2 месяца. И это был уже март-апрель, да, до мая. Я жила в Стамбуле. Мне понравилось в Стамбуле. Мне было комфортно в Стамбуле, много красивых мест, но потом мне нужно было уезжать. Уже пора было уезжать, и я уехала из Стамбула и приехала куда? В Россию. У меня был рейс, я улетела из Стамбула и прилетела... А куда я прилетела? В Санкт-Петербург. Но у меня был рейс с пересадкой. У меня был транзит в Минске снова. Это только было несколько часов. Я улетела из Стамбула и прилетела в Санкт-Петербург. И сейчас я в России. Я посетила, не знаю, 5-6 стран и несколько городов, может быть, 8. Так, еще раз. Сколько месяцев я путешествовала? В июле я была в Таллине, я была в Эстонии. В августе я была в Беларуси и в Армении. В сентябре, в октябре и в ноябре я жила в Тбилиси, это в Грузии. Я жила в Грузии. Потом в декабре, в январе, в феврале я жила в Батуми. И уже в марте, в апреле до мая я жила в Стамбуле, это в Турции. Значит, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель и до мая. 10 месяцев. Я путешествовала 10 месяцев. И хочу повторить вам свой маршрут. Я уехала из России в июле, я приехала в Эстонию. Я приехала на автобусе, я приехала в город Таллин, потому что это недалеко. Там я была 2 недели, я уехала из Таллина, я приехала в Минск в Белоруссии. Там я тоже была 2 недели. Я уехала из Минска, я приехала в Москву, потому что у меня был рейс в Армению. В Москве я была 5 дней, я
улетела из Москвы и прилетела в Ереван. Ереван в Армении. У меня был рейс из Москвы в Ереван. И потом я уехала из Еревана и приехала в Тбилиси. Я приехала в Грузию на поезде. Там я жила, и потом на поезде я уехала из Тбилиси и приехала в Батуми. Там я тоже жила несколько месяцев. Потом я уехала из Батуми и приехала в Стамбул. Из Батуми я улетела, правильно сказать, я улетела из Батуми и прилетела в Стамбул, и в Стамбуле я жила еще 2 месяца. И уже из Стамбула я улетела и прилетела в Санкт-Петербург. У меня был тоже рейс, он был не прямой, несколько часов. У меня была пересадка в Минске, снова в Минске, но только несколько часов. И все. И уже в мае я была в Санкт-Петербурге, я в России. Вот такое путешествие у меня получилось. И сейчас я хочу дать вам больше примеров. Мы не сидим на месте, мы постоянно куда-то ходим или мы ездим куда-то. Например, он пришел на работу в 8 часов утра. Сейчас он на работе, он был дома, и он пришел на работу. Или он ушел с работы в 8 часов вечера. Он был на работе, но он ушел. Его больше нет на работе. Мы ездили в зоопарк. Когда мы приехали в зоопарк, начался дождь. Или когда мы пришли домой, дома никого не было. Или другой пример, в прошлую субботу мы ходили в музей. Мы ушли из музея через 15 минут, потому что выставка оказалась скучной. Приходить, приезжать, прилетать, приплывать, и уходить, улетать, уезжать, уплывать, И сейчас у меня для вас несколько вопросов. Номер 1. Куда вы ездили последний раз? Куда вы ездили последний раз? Номер 2. Когда вы приехали туда? Когда вы приехали туда? Номер 3. Сколько времени вы провели там? Сколько времени вы провели там? Или сколько времени вы были там? И последний, когда вы уехали оттуда? Когда вы уехали оттуда? И на чем? Может быть, вы улетели или уехали на машине? Да, хорошо. И я надеюсь, вы ответили на мои вопросы. И это полезно для практики. Здесь мы практикуем русский язык. Внизу есть ссылка на бесплатный файл. Там я собрала самые базовые фразы, самые необходимые фразы. Если вдруг вы поедете в Россию, вы точно будете использовать эти фразы. Есть ссылка на транскрипции. Я всегда делаю транскрипции к видео. И ссылка на платформу, где вы можете найти себе кого-то, с кем вы можете поговорить по-русски. Все ссылки внизу. Смотрите мое следующее видео, пишите комментарии. Я всегда рада, я читаю комментарии. И хорошего дня!